Привет, ребята, всем! Сегодня у нас есть покупка и обзор. Обозревать мы будем вот это. Нет, не это. А вот это. Вот такая коробка с нарисованной садовой лопаткой. Неужто я заказал лопатку и показываю вам? Сейчас мы все посмотрим. Давайте приступим к распаковочке. Сразу сделаю интригу. Там внутри есть два предмета. Но для самых стойких я один предмет покажу в конце как бонусом. А основное видео будет сегодня вот об этом малыше. Комбинированный угольник мексиканской фирмы Трупер. Перед тем, как приступим к обзору этого чудного девайса, ребята, буквально полминутки напомню вам, все что-то забыли, что у нас розыгрыш в полном разгаре, 4 победителя уже есть, и еще остались вот такие классные призы, так что кто не успел поучаствовать, пожалуйста, принимайте участие. Подсказочка сейчас на видео с розыгрышем будет вверху. Дубль под видео в описании. И второе, ребята. Хочу вам порекомендовать свой второй канал. Канал с релаксирующей музыкой под прекрасные пейзажи природы, которые я снимаю лично сам. Кому будет интересно, у меня там вышло первое видео. Буду благодарен вам за подписку и оценку. Тоже в описании оставлю ссылку. Поехали дальше. Модель ECT6 поставляется просто в таком пакетике, просто на стяжках, и сам угольничек. Мексика, изготовлен в Китае. Показывает, что он измеряет 90 и 45 градусов, что есть стандартным для таких угольников. 6-дюймовый, 152,4 мм длиной. Это самая младшая модель из линеечки. Есть 300 мм и 410. Ссылочку, где я покупал, оставлю в описании под этим видео. И цена сейчас у вас появится вот здесь. На первый взгляд поверхности ровные. Покрашен очень даже хорошо. По весу, знаете, такой увесистый. Как и во всех, чертилка, она на резьбе, вкручивается в сам корпус. Я так понимаю, это для разметки по металлу. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях по поводу этой чертилочки. Есть пузырьковый уровень. Честно говоря, я вообще не понимаю, что им можно делать в этом приспособлении. Мы его сравним. У меня есть такой очень проверенный, надежный, качественный уровень строительной фирмы Капро. И мы сравним, так ли он точен, как этот. Также есть
вороток подпружиненный, который дает возможность ослабить саму линеечку и настроить под нужный вам размер. Можно вытянуть, использовать как обычную. Линеечка толщиной 2 мм. Шкала в дюймах и в сантиметрах. Шкала нанесена лазерной гравировкой. Стереть ее быстро не удастся. Если смотреть на нее при плохом освещении или с плохим зрением, то скорее всего такой вариант не подойдет. Нужно смотреть варианты вот такие. Вот как видно пузырек. Все нормально, в уровне. Давайте проверим этот вариант. Ставим его наверх. Вполне даже достойно. Чтобы проверить правильность углов, я попробую использовать уклономер электронный. Не знаю, как это у меня получится. Ну, давайте попробуем. Еще для контроля проверим 45 градусов. Тут вот есть срез этого моего старого угольника. Просто прикладываем один к другому. Ну, совпадает. Вариант достойный. Будем пробовать, испытывать. Вот такой угольничек. Шкалу можно перекинуть сантиметрами либо вверх, либо вниз. То есть к самому угольнику, как вам угодно. Либо так, можно поменять. Давайте попробуем, что у меня получится. Отмечать какие-то одинаковые размеры. Вот у нас есть 45 градусов. Ну и соответственно 90. Вполне неплохой вариант. Ребята, теперь давайте поговорим о плюсах и минусах этого девайса. Что можно отнести к плюсам? Шкала у нас идет с лазерной гравировкой. Она не вытрется быстро. И есть же в этом и минус. Она не окрашена. При плохом освещении или с плохим зрением этот вариант уже вам не подходит. Пузырьковый уровень выявился довольно точным. Есть чертилка. Скорее всего, она идет для металла. Есть, да и есть. Это уже плюс. Материал добротный, хорошо прокрашенный. Это видно по логотипу. Нигде не замазанный краской. Четко видны все буквы. Что не понравилось, ребят? Это прижимное устройство. Если меня сейчас выйдет его вынять. Посмотрите на вот эту деталь. Тут как бы все четко, резьба, фасочка снята, все, пружиночка, все хорошо. Но сама фрезеровка вот этого паза желает оставлять лучшего. Я не говорю, что она кривая, но она достаточная для этого прибора. Вот эта выборка, усик, он вполне себе хорошо стопорит, но он не захватывает всю ширину. Не знаю, как будет сказываться это на работе. Возможно, он и не должен захватывать всю ширину паза на линейке, но прижимает он хорошо. Можно сгладить одним большим плюсом. Цена на этот девайс очень демократичная. Кому мой обзор понравился, оцените. Приглашаю вас к подписке. Подписывайтесь на канал. Буду ждать
вашей критики или оценки в комментариях. Всем, ребята, здоровья, удачи и до новых встреч. Пока. Ребята, но для тех, кто реально самый стойкий, давайте все-таки откроем завесу тайны. Что же еще в этой коробке? Ну неужели там эта лопатка? Ребята, а это защитные очки. Тоже этой же фирмы. Свои очки, которые я покупал, где-то потерял. Поэтому было решено взять такие. Давайте их распакуем. Что примечательно, угольник изготавливают на заводе в Китае. А вот очки почему-то в Тайване. Цена у вас сейчас тоже появится на экране. Обычные прозрачные очки с таким вот закруглением в конце. И есть поддержка для носа. Она идет такого силиконового мягенького материала с такими вот усиками. Здесь логотип. Ссылочку на очки я тоже оставлю в описании. Может быть, кому-то будет интересно. Прозрачность очень хорошая. Хорошо через них видно. Нет никаких искажений. Очень хорошо видно. И то, что мне нравится, хорошо захватывает боковую часть глаз, что предотвращает попадение в глаз нежелательных предметов.